Вы испытываете кадровый голод, но при этом раскидываетесь кадрами. Грош цена всему вашему отделу кадров и руководству цехов, такие как в РМЗ. Мне вас нисколько не жалко. Так вам и надо. Всем привет. Долгие годы я проводил это расследование, собирал скрупулезную информацию и, быть может, так и осталось для общего глаза людей этой просто тайной, если бы не произошел один случай, который я вам, конечно, расскажу. Видеоролик, конечно, получится длинный, но я постараюсь оставить вам тайм-коды, чтобы тот, кто пришел за какой-то конкретной целью, смог по тайм-кодам отследить нужные моменты и к ним перейти. Информацию я по большому счету собирал 14 лет. В первой части, в основной, я вам расскажу свою историю, как меня кинул Святогор, как он со мной мерзко обошелся. А во второй части я перечислю различные нарушения, в частности, как АО «Святогор», так и конкретных лиц. Ну и чтобы сохранить приватность, мы все-таки на ютубе находимся, я буду им выдумывать какие-то имена, но те, кто крутится на Святогор, поймут сразу, про кого я рассказываю. Ну что ж, перейдем сначала к моей истории. Я работал на Святогоре, ну, по большому счету, у меня 14 лет стажа. То есть я понимаю все, что происходит, всю вот эту кухню, которая не видна для общего глаза. И случилось... хотя стоп, давайте сразу. Те, кто-то же пойдет устраиваться, чтобы заработать деньги. Сразу для тех людей я вам скажу по зарплате. Что по зарплате? Вам пишут, что вы будете 40 тысяч зарабатывать, но 40 тысяч это грязью. То есть будете получать свою двадцатку, если вы какой-то высококлассный, вы суперспециалист, вы будете, 30-40 получать. Это прям если вы такой специалист, что вы на расхват. Не понимаю, почему вы не хотите зарабатывать в соседней верхней туре те же 100-120, но это ваш выбор. То есть двадцатку. С этими деньгами вы... Что бы вы ни делали, вы можете положить болт на все вот эти дела, которые вам будут заставлять газету подписываться, там обязательно ходить в профилакторий, медицинскую страховку, переходить в этот пенсионный фонд. Вы можете слать их всех и вертеть на детородном органе всех, кто вам будет просить туда вступить. В том числе принудительно вас будут открыть карточку, чтобы именно туда переводить заработную плату. Вы можете это все игнорировать, и вас все равно будут наказывать, чтобы вы перешли на вот это все. Но об этом подробно. То есть двадцатка ваша. 40 тысяч вы тут не получите. 40 тысяч это чисто так вот, на бумаге для привлечения аудитории. И даже эти 40 тысяч, которые не обещают по нынешним временам, мало. К этому мы вернемся. Давайте вернемся к моей истории. В сентябре 22 года со мной произошла очень грустная история. На самом деле, в условиях производства это бытовая история. Просто микротравма. Я на работе стукнулся локтевым суставом, и у меня рука обметала конструкцию, которых в РМЗ, есть такой цех РМЗ, котельно-сварочное отделение, там полно металлоконструкций, не будем говорить каких, это не суть важно, которые расположены не габаритно, не ограждены лентами защитными и всеми прямо нормами, которые требуют охрана труда, в том числе общероссийские нормы. Так и вот,
я получил микротравму и стукнулся локтевым суставом. В результате чего у меня день-два рука болела. Так как это произошло в пятницу, да, я решил, ну что, за выходные пройдет, все нормально, рука болела, но действительно прошло. В чем моя была ошибка? То, что я наивно предполагал, что я много лет работаю, что родное предприятие, которое я, чтобы вы понимали, в 2005-2006 году я проходил там практику, насколько долго я тут работал. Я думал, что они меня, просто не могут кинуть. У них, как у них на это совесть может? Просто у меня в голове такое не укладывалось. Как? В общем, получил эту травму. Действительно, за выходные все прошло, и я просто продолжил работать. Таскать железяки, всякими металлоконструкциями иметь дело. Короче, физическую работу. Там соответствующую своей профессии стал работу выполнять. И просто вот эта вот рутина, перестал обращать внимание. С той же болгаркой продолжил работать. Что негативно сказывалось на локтевой сустав. И где-то уже, грубо говоря, в конце ноября я обратил внимание, что со мной что-то неладное происходит. Поработав минут 10-15 с маленькой болгаркой, у меня на руку ощущалось такое ощущение, как будто я 2-3 часа работал. Я обратился к врачам. Вначале отдельный респект нашим врачам, которые изначально сказали, что это артроз, это все, вилы, ты уже без 5 минут инвалид. Но я отправился в центр УГМК. В отличие от АО «Святогора», в центре УГМК высококлассные специалисты, дай бог им здоровья, они, в отличие от руководителей «Святогора», в центре УГМК медицина очень хорошо выполняет свою работу и сказали, что у тебя не такое критичное заболевание, ты можешь выполнять физическую работу. Но какое-то время, месяц-два, тебе надо будет просто избежать высоких нагрузок, носить ортез. Вот он, кстати, да, вот такая штука специальная. Я его и носил. И все будет нормально. Я получил заключение от этих врачей и пришел к себе на производство. Местный мой непосредственный руководитель участка, назовем его Влас, да, вот так вот мы его назовем. Он сказал, что это Филькина грамота, что это чисто для меня, и это мои проблемы. Болеешь — лечись. Не болеешь, если у тебя нет никаких бумаг, значит, ты иди работай, как все. Вот примерно такое отношение. Но я забыл одну деталь упустить. Вот тот период, когда я обратился к нашим врачам, они мне дали справку на легкий труд, и после которой мне директор сказал, еще одна справка, и мы тебя отправим в отдел кадров. То есть уже на этом уровне директор этого цеха сказал, что еще раз и все, и тебя отправим в отдел кадров. То есть даже уже на этом уровне со мной никто не захотел полюбовно договориться, и, хотя вакансий на комбинате в условиях этого цеха полно. Это все отговорки. После того, знаете, здоровье, его не купишь, по крайней мере, за вот эти 20 тысяч. Его определенно не купишь. Но там пофигу. Умри, но сделай. Работа на первом месте, и ты должен выполнять свою работу. А если ты сдохнешь на производстве,
Всем посрать. Главное для Святогора заработать как можно больше бабок на одном конкретном работнике. Жизнь рабочего для них ничего не стоит. Это просто песчинка в море миллиардов рублей, которые они зарабатывают. Так и вот, вернемся к тому Власу, да, он сказал, что это просто бумага, где справка, принесешь справку, все тогда. И после того, как я принес справку, меня отправили в отдел кадров. В отделе кадров, если на местном уровне какое-то, да, вот, можно вот придраться к одному конкретному Власу, да, что он, я ему говорю, что я могу работать, выполнять какую-то работу, но вот месяц как-то мне амбулаторное лечение. Что такое амбулаторное лечение? То есть я не нахожусь на больничном, грубо говоря, пью лекарства, использую мазь, вот это и все, но могу работать. То есть там не махать, к примеру, кувалдой, что-то вот месяц можно было что-то договориться. Я изначально хотел по-человечески с ним договориться, но они не захотели договориться. Вот цена этих 14 лет. Просто фу, и растери. После этого я пошел к травматологу, к нашему местному, показал эту бумагу. А для него бумага из Екатеринбурга – это веский аргумент. Он мне дал справку на 2 месяца, на легкий труд на 2 месяца. Я пошел в отдел кадров. И тут все закрутилось. Когда местная директриса отдела кадров, будем ее назвать директрисой, неважно. Если кому-то интересно, то легко сможет узнать, как директрису отдела кадров зовут. А как я считаю, что она одна из виновниц вот этой всей истории, она мне сказала: знаете что, вот у вас справочка такая на 2 месяца, да, вы не могли бы ее на месяц перевести, понимаете, если вы ее не сделаете на месяц, то мы вас отправим без содержания на 2 месяца, а так вы перейдете на месяц, и мы будем вам по месяцу платить. Я опять без задней мысли, даже не задумываясь, что, ну, как бы, ну, что, ну, не обманут же меня. Просто сколько лет работаю, я же как бы не первый день работаю, сколько лет, не могут же обмануть. Но, опять-таки, в свою очередь, я далеко заблуждался. И они тем самым нарушили 128 статью Трудового кодекса, потому что отправить без сохранения заработной платы, без согласия работника, они не имеют никакого права. Что бы они там не заплетали, не рассказывали. Тем самым это бы повлекло нарушение этой статьи. Но я дурак, наивный, повелся, пошел, переделал справку. И вот после этого завертелась машина, вот эта вот вся. Резко на следующий день начальница куда-то пропала на долгое время. И, знаете, я вам скажу по секрету, я ее больше никогда не видел. Она общалась со мной исключительно через своих работниц. Напрямую мы больше ни разу не пересекались. Я ее видел ровно 1 раз. Вот тот раз, когда она мне вот эти сказки рассказывала. Через свою, так сказать, сотрудницу, назовем ее так, женщину престарелого возраста, которая мне при общении со мной говорила, что ну я только как мне сказали, я делаю. Но она не понимает, что несмотря на то, что ей сказали, она делает, но в случае каких-то нарушений трудового, уголовного кодекса, любых там, так сказать, норм российского законодательства, вот эта вот начальница отдела кадров скажет: я вообще не в курсе, это она сама все проворачивала, и на нее все свалят, ее привлекут, и если надо будет, посадят. И уволят задним числом. Как и все, в принципе, на комбинате, все бумаги подписываются задним числом уже постфактум, когда эта дата перешла. Более 85% документации подписано задним числом. То есть
очень сомневаюсь, что они имеют юридическую силу, если разбираться, многие бумаги на АО «Светогор» фиктивны. Но не об этом сейчас. Так и вот эта сотрудница отдела кадров сказала: а знаете, Андрей Геннадьевич, к сожалению, нету больше никаких вакансий. Я говорю: так вы же говорили, что там что-то, чтобы есть какая-то работа, я принесу справку, вы меня как-то определите. Нет, вот, поэтому, что, если вы прямо вот сейчас вот это самое, не напишите там без содержания и это самое, и на месяц в отпуск не уйдете, то все, мы отправим вас без содержания. 2 месяца вы будете сидеть. Ой, сколько там? Месяц. Месяц будете сидеть без денег. Как бы нету ничего. И тут я, конечно, обратился к юристам. Но было уже на самом деле все поздно. Меня просто-напросто поимели. Что произошло? АО «Светогор», чтобы на самом деле, были ли у них места, не были, это уже не важно. Они не хотели ничего платить в принципе. И ничего придумывать они тоже не хотели. Чтобы им не платить мне 2/3 тарифа, как это предполагает 157 статья Трудового кодекса за простой. Есть такое. А они знают, чтобы это не платить. Они придумают миллиард отговорок и 100-500 причин, чтобы это не платить. И вот они придумали такую схему. И что-то мне подсказывает, что во времена коронавируса эта схема работала очень много раз, чтобы не платить работникам. На простом языке это просто они кидают людей на бабки. И без всякого созрения совести. Потому что эти деньги сэкономятся и куда они пойдут? Пойдут вот этим начальникам, которые сидят на своих 3-х этажах и никогда не бывают в цеху. А работают обычные работяги. После того, когда я пожаловался на всю контору, знаете, все изменилось резко. Они стали мне предлагать вакансии. До этого вообще ничего не предлагали. Никаких вакансий, ни листок вакансий. Резко про меня все вспомнили. Из отдела кадров тоже стали названивать. Все завертелось, закрутилось. И из цеха стали тоже названивать. Почему? Потому что они испугались ответственности. Потому что не было такого прецедента. Несмотря на то, что сколько я там не работал, при первой же возможности они ухватились за нее, чтобы и тут сэкономить побольше бабок. Если вы посмотрите, видите вот такие вот часики, да, там написано, что 600 с чем-то там дней без несчастных случаев. Серьезно? 2 года не было ни одного несчастного случая. Камон, сколько людей. Ни микротравм, никаких несчастных случаев не было. Я не знаю, кого они хотят в этом убедить. На самом деле просто охрана труда на таком плохом уровне, что они вот эти вот цифры просто берут с потолка. Так что, сколько бы вы ни работали, чуть выше поднимите голову, начнете с чем-то не соглашаться, и вас просто зароют по самой не балуйся и создадут такие условия, что вы сами там перестанете работать. А теперь обо всех вот этих подводных камнях, про которых вам ни в одном отделе кадров никогда не скажут. Вам будут... почему за каждого работника, которого работник Светогора приглашает, такие деньги платят? Почему? Может, потому что в соседних городах, где на заводах, которые там снаряды и так далее, там гораздо больше суммы. А может быть из-за того, что они так с работниками обходятся, и уже это ни для кого не секрет. Устроились вы на работу. Чем ближе конец года, тем все интереснее становится.
вы обязательно должны будете выписывать газету. Если вы не будете выписывать газету, минус КТУ и вот это вот со всеми вытекающими. Газета, медицинская страховка обязательно. Ну, давайте, сколько газет? 400 рублей. Медицинская страховка. Сколько? Еще 4000. Вы должны обязательно вступить в их пенсионный фонд. У вас нет никакого права выбора. А если вы не вступите, то вам создадут условия, при которых вы захотите сами вступить. Если к медицинской страховке, в принципе, у меня нет претензий, она мне много раз, мне лично помогала. Были такие работники, у которых состояли в своих медицинских организациях, которые оказывали им медицинские услуги, но работодатель АО «Светогор» заставлял их выходить и переходить в их медицинские фонды. Так, 4000 у нас, если не больше, медицинская страховка. Профилакторий, естественно, если вы пару раз заболеете, вас отправят в профилакторий, еще 6000. И что мы получаем? 10 тысяч вот этих денег позволь, оставь там. И у вас нет никакого выбора. В том числе, когда вы устроитесь, вы должны обязательно, чтобы деньги переходили на нужную карту нужного банка. Не буду называть какого, но если вы там не откроете, то у вас опять-таки возникнет проблема. То есть АО «Светогор» лоббирует свои медицинские организации, свои пенсионные фонды и свои банки. Что, собственно, уже малозаконно. Что-то мне подсказывает. Потому что у человека, у работника есть свое собственное право выбирать, где и как он будет осуществлять эти услуги. А это уже все малозаконно. Но вам придется с этим столкнуться. А давайте пройдемся по конкретным людям. Ну, по конкретным, но мы как-то их завуалируем. К примеру, есть такой работник, да, в КСУ он работает, назовем его Василич. И много к нему претензий. Помимо возраста, ну ладно. Сейчас проходит вот эта система 5 шагов, стратегия 2025. Он ее то ли не понимает, то ли он, даже я бы сказал, он ее не хочет понимать. Это ему не интересно. Почему? Потому что дополнительно ему за это никто не оплачивает. И он это все поверхностно постигает. И в результате до работников доходит совершенно другая информация. То есть, как в глухих телефонах, понимаете? О чем говорить? Он просто банально, у него нету компьютера, он не владеет компьютером, он не владеет принтером, он просто-напросто, за него бумаги составляют работники. Вот эти журналы и все остальные документы, он их не заполняет. Приходит на работу, он спит на рабочем месте, уже интересно, да? Я уж не говорю, что если он вдруг понедельник, он может прийти с запахом, да, с похмелья, и он начинает публично, ну, время от времени, вот так вот, у него плохое настроение, да, он пришел и начинает публично унижать какого-нибудь работника за какие-то просчеты. Нет, он мог бы вызвать его, сказать, вот ты не так делаешь или что-то, как-то вот так вот по-человечески, как-то, как это, вот так вот. Но нет, он при коллективе начинает сказать, да ты вот такой секой, да ты туда-сюда, и публично унижать работников, причем используя нецензурно-нормативную лексику. А если насчет алкогольного запаха, есть тут претензии к пропускным пунктам, я свечку не держал, но вот этот психоз посталкогольный, который выливается на работников в такие вот самые дни. И вот такие руководители там есть. Причем они систематически, они долго продолжают работать, хотя они даже не вливаются в эту стратегию и не хотят.
Я думаю, на нем дальше останавливаться не стоит. Насчет Власа мы поговорили, да, он просто... Влас, в отличие, может быть, от Васильевича, он такой, знаете, ну, более адекватный человек, с ним можно как-то что-то поговорить и так далее, и тому подобное. В общем, в принципе, плюс-минус нормальный мужик. А Васильевич, он же вообще, бывает у него это, что-то задумываешься. Он мне, знаете, напоминает чем-то Байдена. Только Байдену-то побольше лет. Это вызывает подозрения. Ну да ладно. Пройдемся по другим подразделениям замечательного РМЗ. Я не буду утверждать, что во всех цехах так. Есть просто в отдельном РМЗ из-за не очень квалифицированных руководителей нарушен в целом микроклимат. Нету такого, чтобы работник пришел такой довольный и чтобы совершать трудовые подвиги, которые требует Васильевич. Которые, собственно, он сам же назначает КТУ по какому-то своему выдуманному принципу, как он захочет, так его и выставляет. Причем, самое интересное, сколько он уже работников выжил за это время, причем и молодых специалистов. Никто не хочет с ним работать, а он их не особо церемонится. Он может публично унизить какого-то работника ненормативной лексикой. Руководитель так общается с подчиненными. Это что? Я каждый раз, когда с этим сталкивался, я был в шоке просто. Когда я работал в том же МСУ, там не было такого. Ну, были там какие-то просчеты, какие-то косяки, да, но там, за исключением там такого персонажа, назовем его, птица есть такая, орел, вот есть там свой орел. Так в основном адекватные люди с пониманием. Но у того персонажа, которая птица высоко летает, у него просто алкогольный постсиндром. Когда он приходит с алкогольным опьянением, начинает тоже на всех отрываться. Во-первых, почему такие люди, которые в состоянии в таком состоянии попадают через проходную, для меня загадка. И на это закрываются глаза. Хотя обычного работягу раз, и все, он уже не работает здесь. Двойные стандарты. Поехали дальше. Есть такой отдельный человек, как бы так вот его обозвать, чтобы было понятно. Короче, есть такой руководитель в МСУ, назовем его Витек. Витек назовем мы его, к примеру, да. Вот такой Витек там есть, руководитель в МСУ, который, в принципе, как руководитель, плюс-минус, да, как бы по меркам КСУ адекватный мужик. Но есть одно но. Он любит себе присваивать материальные ценности. Такую, к примеру, как плитку. К примеру, как плитка раньше в столовой была. Хорошая была плитка. Ну и, видать, ему она больше пригодилась. За долгие годы он, наверное, присвоил себе немало материальных ценностей, которые он, собственно, где-то у себя на даче разместил. Конечно же, сейчас дачи это нет, он ее продал. Вывозил благополучно. Тем, кто ему помогал, к ним никаких претензий. Он их под давлением заставлял. И тем самым он их оберегал. То есть, как бы, они всегда его под его крышей, инструментальщики. Это, как бы, он защищал их.
Но попробуй-ка ничего возрази, и они сразу окажутся за забором, места много. И людей там тоже до хера. Вывозилось все благополучно на Ниве. Раньше пропускной режим был не такой. И можно было куда-то там под днище, там под запаску как-то запрятать, да. И мне говорят: Андрей, когда я выполняю свою работу, мне говорят: иди-ка там погуляй. Мы сейчас тут быстро заезжала Нива, туда что-то пряталась, и она уезжала. И все классно, было все круто. Куда-то он вывозилась за территорию без всяких документов. А потом изменилось пропускной режим. Раз. Во-вторых, водитель, который, он человек маленький, ему сказали, по факту он соучастник. Ну а потом он сам по своей глупости пьяный попался, и у него забрали права. И пришлось что-то придумать, новые схемы. И схемы быстро придумались. Когда ты начальник, все очень легко можно написать нужные бумаги, и все как будто бы это мусор вывести, и потом аккуратно вывести и аккуратно подобрать. Что самое интересное, даже охрана заподозрила что-то неладно. А вы так аккуратно выбрасываете, может мы подберем? Не, мы далеко там будем выбрасывать. И вот такое, как бы. То есть нормальная практика воровать ценности с того предприятия, где ты работаешь, без всякого созрения совести. Но, если ты хотя бы баночку крема, как у нас один работник, не буду называть фамилию, но он попался на проходной, то, что вот такой этот тюбик спрея вынес. И как вы думаете, на сколько его наказали? А на 50%. Как будто он вот прям дерзкий вор-рецидивист. Конечно, сейчас это все вилами по воде, потому что благополучно все продано, применено, и сейчас уже ничего не доказать. Но это никуда не делось. Есть честный руководитель? Есть. Ну а есть и нечестный. Я думаю, все друг друга знают. Так и вот. И если вот это все в совокупности взять, пока такие люди среди руководителей, и пока такие люди в отделе кадров, которые таким образом по щелчку пальцев готовы убрать любого человека, потому что если он мешает зарабатывать десятки, сотни миллионов, он не нужен. Любой человек, который постарается куда-то что-то сообщить, все, его легко можно взять и убрать. Потому что каждый человек делает какие-то нарушения. Но если нарушение делает руководитель, то это не работает в обратную сторону. Почему-то наказывают только всегда рабочих. Что-то я не помню какого-то такого громкого случая, чтобы какого-то руководителя за воровство, там, за пьянку сняли. Нет. А зато были такие случаи, когда обычный рабочий там какому-то мастеру набил морду или какому-то замдиректору. Почему такое случается? Я думаю, сейчас все достаточно прозрачно и понятно. Выводы делать, конечно, вам. Но давайте пройдемся по каким-то конкретным случаям. АО «Светогор», несмотря на то, что это градообразующее предприятие, систематически нарушает экологические нормы. А как там говорится в этих 5 шагах, в одном из первых? Экология и безопасность. Нет ни безопасности, ни экологии. За год страдают, получают микротравмы десятки, если не сотни людей. И потом эти микротравмы выливаются в какие-то заболевания. Но вот эти заболевания, которые вы получите, это ваша будет проблема. Это не проблема работодателя. Им не интересно, чем вы заболеете. Даже были такие случаи, я был свидетелем, когда работник, так скажем, прошедший вот эту вот ежегодную комиссию, которая на комбинате происходит, через несколько месяцев умер. Почему? Потому что эти осмотры проводятся спустя рукава. Никому не интересно, чтобы у кого-то что-то там нашли, потом его лечить. Это невыгодно, потому что придется потратить свои деньги.
проще, чтобы он там умер, типа по каким-то своим заболеваниям. Конечно же, комбинат тут ни при чем. Ни при чем всякие вибрации, всякие газы, вот это все ни при чем. Он сам где-то как простуду подцепил и сам потом благополучно сдох или получил заболевание. Ценность человеческой жизни для ООО «Святогор» это просто пыль, ничего не стоящий фактор. А вот эти все сказки, которые рассказывают на этих собраниях, это просто для отчетности. Я не буду сейчас гнать там на УГМК. Что-то мне подсказывает, что они даже, наверное, больше половины не знают, что тут происходит. Но если вдруг УГМК захочет внимательно походить по цехам, проверить не работников, а конкретных руководителей, прям пристально, то они много интересного нароют. Как там документы задним числом все подписываются, как они подгоняют нужные результаты. Причем, если нужен план, чтобы он перевыполнился, особо сильно-то и не стараются как бы планы сделать. Чтобы план был на таком уровне, чтобы можно было взять, так поднажать и перевыполнить план по меди. Как я помню, вот такой случай, да, говорили, вот мужики, вы там сильно не торопитесь, если вы много будете работы делать, нам план повысят, и мы потом не сможем выполнить. Значит, нужные результаты можно легко добиваться, подмахнуть нужные документы и так далее и тому подобное. В результате вот такое и получается. Так и вот эти вот 5 шагов, да, экология и безопасность. Я сейчас тут, наверное, зачитаю, у меня есть заготовка. Так, Росприроднадзор, читаю. Управление межрегионального управления Росприроднадзора вынесло постановление по части 2 статьи 8.21 КоАП нарушение правил охраны атмосферного воздуха в отношении объекта негативного воздействия окружающей среды АО «Светогор» в Красноуральске. Вот такое вот у нас это от 28 марта 2022 года. Вот такое постановление. Я думаю, и без моей помощи вы сможете забить и найти ролик, где просто как в тумане все. Ничего не видно. Экология, которую и безопасность, к которой стремится Светогор, есть только на бумаге. Постфактум, стоит только подуть ветру в сторону города, жители обычные дышат этим. И что? Дышат, получают заболевания со всеми вытекающими. Но предприятие никак с этим не борется. Точнее, создает видимость, будто оно с этим борется. А люди, опять-таки, погибают. Трудно, наверное, доказать. Но, в принципе-то можно. Что такие факты есть. И экология ни к черту. И что там говорить про цену обычного работника? Главное заработать как можно больше бабок. А экология это очень дорогое мероприятие. Поэтому подумаешь, газ и газ, погибнет там постфактум потом человек 50-100, это подумаешь, зато заработаем миллиарды рублей. Вот такое отношение. И вот туда ты пойдешь работать. А делать выводы тебе. Надо это тебе или нет? Мне вот жалко этих 14 лет. Я лучше бы пошел за копейки на вот этот завод, делал бы снаряды, все что угодно. Минус 14 лет жизни. Все коту под хвост. Я работал у продажных которые просто-напросто цена жизни и твоих трудовых подвигов для них ничто. Главное спасти свою собственную жопу.